Нихао! Приветствую всех музыкантов, барабанщиков и просто любителей гитарок. Хочу посвятить сегодняшнее видео своему струнному пути. Дело в том, что учился я играть на гитаре в около нулевых годах. Тогда мы даже не понимали, что струны нужно менять. Самое лучшее, что можно было купить в нашей деревне, это струны Эмузин для электрогитары. И, как вы понимаете, они совершенно не звучат. И представление о звуке у нас было совершенно иное. Также у нас отсутствовали всех видов тюнеры. Гитару настраивали на слух. Как нужно настраивать гитару, мы знали. Примерно там по аккордам, там ми мажор, ре мажор. Вот. Поэтому играли практически на расстроенных гитарах. Между собой настраивали, например, бас, гитару и так далее. Первый тюнер я купил в 2018 году. И когда установил его на гитару, начал настраивать, понял, что мои струны, которым всего-то 7 лет, уже не очень строят. И я стал понимать, что вообще струны не так уж и долго звучат, не так долго строят. Все дело в том, что когда ты настраиваешь на слух, ты настраиваешь на конкретный аккорд. Вот. И он вроде бы сам по себе-то строит, а все остальное уже звучит таким винегретом. И я стал экспериментировать со струнами. Первые струны, которые я поставил, это были Додарио, самые простые. Стоили они что-то 200 там с чем-то рублей. И когда я поставил эти струны Додарио, я очень удивился, как хорошо гитара звучит по всему диапазону. Меня эти струны устраивали, но через какое-то время, там месяц, может быть, два, я уже понял, что гитара совершенно не строит. Я стал экспериментировать и купил следующими. Ernie Ball EOS Wood фосфорную бронзу. 1152 я тогда играл на этом калибре. Как раз на дредноуте Sigma все это звучит прекрасно. И меня поразила глубина струн Ernie Ball именно фосфорной бронзы. Насколько он глубокий, насколько он насыщенный по всему диапазону, абсолютно по всему. Все меня устраивало нормально. Потом эту гитару я разбил, понятное дело. Вот, и купил себе уже Ovation. Ovation гитара более такая серединистая, она более выразительная. У нее отсутствуют вот эти паразитные частоты. Звучит она не так богато. И у нее совершенно отсутствуют басы. Именно вот у среднего корпуса, конкретно моей гитары. CE44E она называется. И когда ты ставишь на нее, например, Додарио, то звука на ней нет совершенно. Такое ощущение, как будто ты играешь на какой-то проволоке. А когда ставишь Earthwood, то появляется середина насыщенная, появляются басы. Все звучит хорошо, все как нужно, как именно вот рассчитывается эта гитара. Эти струны мне понравились, я на них играл очень долго, играю до сих пор. Дальше я попробовал Dadario XS. Они, конечно, намного проще, чем Ernie Ball Earthwood по звуку, но они сохраняют качество звучания, насыщенность на протяжении всего срока. Но они перестают строить ровно через то же время. Это примерно месяц. Ну, если вы играете прям редко, то 2 месяца. Даже если у вас будет просто стоять на гитаре, струны вы не будете играть, полгода, и они тоже перестанут строить. И разницы никакой нет. Зачем платить, например, 2000, а не 800 рублей, как за Ernie Ball, если они примерно через то же время перестанут строить? Смысла нету. Резюмирую. Я рекомендую струны Ernie Ball и EOS Wood. Это замечательные, хорошие струны, им нет равных. Еще какие приемлемые? Rotos Sound. Тоже неплохие струнки, они попроще, но и чуть дешевле. XS Dadario я тоже рекомендую ставить, но только тем людям, кому не жалко выкидывать деньги. Я начал покупать эти Ernie Ball еще когда они стоили в районе 300 рублей. Когда было 400-500, уже как бы
Не очень хотелось их покупать, но я покупал. Там и также экспериментировал, ничего хорошего не находил. А когда уже цена подросла до рублей 800 тысячи, сейчас они так стоят, то я стал задумываться о поиске новых, других струн. Сначала выбор пал на отечественного производителя. Искал, экспериментировал с разными струнами. Там были и господин музыкант, и другие, я сейчас даже не помню названия, я их не запоминаю. Вот. Мне не понравились никакие, они все с явным отзвуком меди, как веревки болтаются. Вот. И мне на глаза попали китайские струны, которые стоят в районе там 400 рублей. Эти струны Zika. Вот так вот они выглядят. Я их поставил сначала на свой Нью-Йоркер. Это вот такая гитара небольшая, ну, с довольно таким широким корпусом. Почему я именно сейчас ее показываю? Дело в том, что, например, если брать Ovation, то, соответственно, это один подход со струнами, здесь другой. Эта гитара сделана очень крепко, она весит очень много. И на нее просто 11 струн, если ставишь, это просто ни о чем. Звука нету. Здесь 12 струны стоят. Я вам сейчас продемонстрирую, как она играет. Вот, мои выводы какие по 12 струнам. Звук насыщенный, есть низы. На всех моих гитарах практически отсутствуют нижние частоты. То есть это не крупные корпусы. Это я в обзоре на Ovation говорил, почему я выбираю именно вот эти. Если вам интересно, то, пожалуйста, переходите, смотрите. Нижние частоты заполняет хорошо, середина звучит как надо, высокие частоты тоже есть. Все звучит выше, чем прилично. То есть это максимальный потенциал гитары мы достаем благодаря этим струнам, как я и хотел. Я, конечно, очень удивился, но это так. А струны, я говорю только про фосфорную бронзу. Ни на каких серебряных я в принципе не играю. Меня устраивает только фосфорная бронза. Я когда их установил, у меня в голове что-то щелкнуло. У меня было ощущение полное, что я играю на Ernie Ball и Earthwood. Никакой разницы по звуку у них нет. Это те же самые струны. У меня даже есть подозрение, что... Ну, я не буду вам говорить, вы сами все понимаете. Также я теперь хочу попробовать, как будут звучать 11 струны, и поставим их на мой Ovation Celebration.
Вот мы с вами послушали, как звучат струны Зика фосфорная бронза в двух калибрах 11,50 и 12,53. Соответственно, на Ovation стояли 11 струны, на Takamine 12 струны. Играл я с каподастером в 4-й и 6-й позиции. Также была игра в 1-й позиции и на открытых струнах, что показывает, как гитара строит. Обе гитары. На Takamine струны я поставил где-то 2 недели назад. Звук совершенно никак не изменился. Что мы слышали? Струны звучат довольно ярко, хорошо выражена середина, достаточно много низких частот. Потенциал инструментов раскрыт на 100%. В принципе, это то же самое, что делают Ernie Ball и Horace Wood. На этих струнах гитара хорошо строит по всему регистру. Это говорит о том, что струны грамотно откалиброваны, то есть их толщина везде одинаковая. И однородность самой проволоки, из которой делают струну. Обзор был максимально честный, потому что мне, к сожалению, к огромному сожалению, никто не заплатил. Хотя можно будет и заплатить. И где купил эти струны, я вам тоже не скажу по той же самой причине. В общем, спасибо всем за то, что были со мной в эти сложные минуты обзора. Рад вас буду еще раз читать в комментариях. Пишите, ставьте колокольчики, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока!